Доброе утро, земля. Вот такая с утра красавица. Писанная. У меня синяк еще больше вот так вот сюда пошел. Ну, я припухший немножко. Красота, что сказать. Красота — страшная сила. Вау! Как тут реально красиво-то. И море отсюда видно. И солнышко уже встало. Ой, какие виды. Зато из-за того, что мы не у моря стояли, это была самая теплая ночь. Я вообще раздетая спала. Ой, так классно. Сейчас будем вставать и все изведывать вокруг. Хочется посмотреть. В темноте все кажется другим. Мне больше всего интересно, какое море, какой берег. Сможем ли мы по нему идти. Иду глянуть с высоты. Да, с высоты-то и не видно ничего. Ой, кажется, что берег залило, а нет, что-то чуть-чуть видно. Не, какой-то берег там есть. Не, там вроде как не залило. Море успокоилось. Ой, зато какая отсюда красота. И море с высоты. Прям такое бирюзового цвета море. И камешки аж видать, какое оно прозрачное. Здорово. Ой, какая картинка красивая. Вообще сосны, море. И цвет такой. Обалдеть. Вот хорошо, что мы для разнообразия сюда пошли и здесь переночевали. Это совсем другое. Сосны мои любимые. Сразу мой лес вспомнится, моя тайга. И тут совсем все по-другому. Для разнообразия. Вообще интересно, у нас поход получается такой. Ни я, ни Танюха не могли подумать, что будет все именно так. Мы думали, будет более скучно и более лайтово. Вот так вот выглядит все при свете дня. Кстати, нормальный там берег. Но волны бушевали так, что мы просто бы не смогли там спать. Да и опасно это было. Могло ведь все-таки прибыть волна. Короче, вот здесь вот мы вот так вот круто ночью поднимались. Тут просто крутизна конкретная. И где-то вот там лестница. Вот там где-то ее чуть-чуть видно. И даже там за лестницей чуть-чуть качелю видно. И стоянка чуть дальше. Вот такая нереальная красота. Через сосны море. Какие цвета яркие. Чудесный такой лесок. У нас воды только чисто на чай осталось. И по дороге чтобы пить. И по дороге чуть-чуть попить. Правда, я люблю на завтрак такую кашку, а лучше тарелку борща. Не, я борща утром не люблю, а кашка — это мое все. И я, конечно, страдаю, что без кашки. Ну а что поделать? Ничего не поделать. Кашка есть, воды нет. В таком случае главное воду не опрокинуть последнюю. Да. А ручки горячие, по-моему. Терпимо. Еще мне половинку разбавлю. Все, хватит. Говорится. Ой, горячая. Вот уже разбавлю. Все, мы с Танюхой собрали лагерь и пошли купаться к морю. Но мы там хотим еще по дороге зайти на качельки покачаться. Да, немножко. то мы При свете дня. А теперь да, хочется при свете. Да. Покачаемся.
потом в морешке искупаемся, а потом уже пойдем в поселок, выйдем, там покушаем в столовке, нормальной еды хочется поесть, супчика какого-то. Вот именно супчика хочется Да. первого. Я, правда, выйду такая красивая к людям, я не знаю. Да. С рюкзаками такие, бечевки, блин. Вот такая крутая лестница. Мы до нее дошли. Вся поломанная, половина ступенек нет. И очень-очень крутой спуск. И отсюда такой вид шикарный. Море бирюзовое, камни видно. Прозрачное такое. Где-то стоянка. Вот там даже где-то. А вон там, вон, да, вот там аж. Ее видно. Да. А качелька, она вон там. Угу. Мы сейчас покачаемся, наверное. При свете дня, над обрывом, над морем. Главное, чтобы веревки видели. Как какая-то детская радость. Да. Восторг. Именно простая детская радость. Алина с фингалом довольна. Давай сильнее раскачивайся. Класс. Красотища, да? Да, я просто вот наслаждаюсь зрелищем. Круто. Блин, об этом только мечтать можно. Вот такой вид открывается, когда на качельке качаешься-то. Бирюзовое море с малахитовым оттенком. Просто рай на земле. Типа не надо мне врезаться. Опа! Опа! Вот такая просто мега красота. Вот мы ночью вот этой лестницы не заметили. Проскочили ее. Там, кстати, вон качели еще одна внизу, но она такая унылая какая-то. И вот там по ущелью поднимались, как эти, я не знаю. Самый простой путь. Да, ну а как всегда. Вот Алина, она всегда такая. Не знаю, как Танюха. Такая же. Ну вот, два приключенница. И вон она стоянка. Сейчас мы на нее при свете дня зайдем, посмотрим. А потом уже купаться спустимся в такую красоту. Это просто не верится вообще. Сегодня нереально красивое море. Его хочется снимать и снимать. Вот она стоянка в свете дня с расстояния. Мне кажется, вообще шикарная просто стоянка. С видом на море. Это ж надо вот кому-то придумать. Это ж кто-то... Ну тут опасно, конечно, потому что обрыв такой. Ночью, да, представляешь, спишь в палатке и сойдет вот это все. А вот здесь вот мы поднимались ночью. Ну, видимо, не одни мы поднимаемся, раз кто-то тут привязал вот эту вот веревку. Видимо, на стоянку проще сюда, здесь подняться. Вот так вот сядешь на лавочку и на море. Вот такие виды отсюда шикарные. Сидим с Танюхой, балдеем, наблюдаем. Нам надо идти, а мы сидим. Просто балдеем. И мне еще вот это нравится место. Тут такая, как лавочка или что это, или лежак какой-то. И две такие сосны. На них тоже можно прям сесть и посидеть. Я прям сейчас, наверное, сяду на них. У меня прям желание такое огромное. Очень красивый вид. Яркие, сочные краски сегодня прям. Вообще. Столик такой прикольный. Кстати, стул. Костровище при свете дня. Короче, классная стоянка вообще. Просто обалдеть. Кто-то же вот сделал. Молодец. И
Площадка такая. Ну, какой-то интроверт, видимо, делал, потому что под одного. Значит, один ходит. Сосна в шишках. Главное, чтобы шишки надо накапать. Чтоб не поломать, пойду по краю. О, О, класс, да? да, супер. Хотела сюда сесть, но почему-то захотелось теперь встать. Класс. И на морешко. И загорать. Все, и полдешь. Что у нас будет очень долгая дорога. Очень долгая. Мы сейчас еще спустимся и будем плавать. Опять долго. Но нам надо поплавать. Да, Мы с утра не поплавать, да. поплавали, Да, а да. уже жара стоит. Я думаю, денечки нам еще нормально. А там на солнце будет жар. А так хочется тут еще на часок залипнуть, просто тихо сидеть, смотреть эти шикарные виды, бирюзовое море и слушать волны. Спасибо этому месту красивому. Так хорошо посидели, конечно. Домик на скале. Выглядит, кстати, как брошенный. Там из-за того, что там антенны какие-то, наверное, им пользуются постоянно. Надо же, прям на обрыве находится. Море сегодня буйное, но из-за этого такое шикарное, красивое. Люблю, когда волны. О, какая красота. Вот так вот в домике бы в этом поночевать на обрыве. Надо же, люди как только не извращаются. Красотища какая. Ну тут вообще нудистский пляж. Да. Там только одна пара, кстати, больше никого нет. Вот бы там заночевать. Хотелось бы. На обрыве. Ну тут людей много. Да, тут люди есть. Пока их, кстати, немного. Вчера было Вчера много. прям много. Вот так морешко, волны. Вау! Тут как шлагбаум у моря. И в море врезается, и получается огромные волны.
Ну, один классный сам. У меня на мазиках. Ой, хорошо, да. Мы уже подходим к поселку, близко уже. И там уже надо будет одеться, а то я в трусах же. Танюха понесла мусор наш выкидывать. А там за несколько дней много мусора накопилось. И мы весь таскали с собой. А мы тут встряли немного. Тут, короче, речка от моря. И нам надо переплыть ее. И Таня говорит, что тут лодочник был. А сейчас, видимо, не сезон, и лодочника нет. Лодки стоят под замком, привязаны, и мы не можем речку перебраться. А до моста через поселок прилично так идти. И походу нам придется идти в гору, чтобы по мосту перейти, по-другому никак. Дошли мы до первого моста, он до того, а он оказался закрыт. Пришлось дальше идти. Вот мы теперь на мосту. О, как классно. Речка. И вот перейдем сейчас речку, и нам обратно еще теперь идти. Короче, все вместе получается километра 2, там 300 примерно. Ну, туда-сюда. Нам не хотелось, конечно, лишних 2 с лишним км ходить. Ну хорошо, хоть по ровному асфальту. Рюкзаки просто тяжелые таскать по жаре стрёмно. И уже есть охота, уже почти 3 часа дня. Вот я и увидела енотика, только в неволе. Не знаю, мужчина его так держит или фотографирует с ним, так и не поняли. Но это какой-то черный енот, какой-то породистый, видимо. Ну вот идем уже через второй мостик. И сейчас уже пойдем к морю опять. Сначала зайдем за водой, потом к морю и будем искать место для стоянки сегодняшней. Да. Короче, мы с Танюхой нигде не могли воду найти, потому что здесь все закрыто и нигде нет магазинов, а нам вода нужна. И я подошла там, где всякие пиво продают, рыбу соленую, в общем, вот это вот все. Тут же курорт. И спросила, можно ли где-то воды набрать. Парень сначала мялся, потом говорит, давайте я вам из-под крана налью. Танюха в бутылке налила, а я в бурдюк. Молодцы, вот. Ой, как хорошо, вопрос решен. Короче, он нас очень сильно выручил, потому что мы уже не знали, что делать. Тут воду просто негде взять. Да. Шли мы с Танюхой, шли и присели, приуныли. Вода слишком прям близко. Полоса узкая. И непонятно, что нас ждет. Нас может просто отрезать. В лучшем случае. В общем, не знаем, что делать. Сидим тут, приуныли. Решили рюкзаки скинуть и подумать, посидеть. Все, с водой проблему решили. Все решили, поели, все. Ну просто море съело берег. Бессмысленно туда идти, берега нет. А если чуть волна увеличится, то его не будет и бог, даже этой тонкой полосы. Либо нам идти назад, откуда мы пришли, там ночь провести, и опять завтра выходить. Причем там уже придется прям в ущелье заходить, первое. Да. Нам Потому надо что на берегу там нет. Нам надо ночь где-то провести, потому что завтра мы хотим с поселка выехать и добраться до следующего места, где мы будем стоять на автобусе. Ай, нас даже заливает, мы вот еле идем. Такая красота на море. Но эта красота очень опасная. Шторм может начаться, небо все тучами затянуло черными. И мы с Танюхой вообще не знаем, куда деваться.
Короче, мы ходили по городу, искали место. В городе нашли одни кусты, что-то там люди ходят. Другие кусты нашли, пошли в них, а там какие-то с музыкой сидят мужики. Мы реально как две бомжихи лазили Да, там по кустам. короче, вообще не знаем, куда деться. И в итоге пришлось нам такой круг давать, потому что через реку надо только по мосту переходить в городе. И из-за Ну, этого поселке. круга 2,5 км делается круг. В одну сторону. Да. Короче, мы километров 8 намотали, только чтобы просто вот тупо походить. Да, с Тупо рюкзаком. туда-сюда, поискать чего-то. Вот. Это жесть. И сколько мы еще сегодня днем прошли. И в итоге все-таки мы решили двинуть в ту сторону, откуда мы сегодня пришли. В обратную. Потому что просто не знаем уже, куда деться, а уже темнее сейчас начнет. Нам надо Буквально куда-то вот-вот. деться. А море все прибывает, полоса все уже становится. Я вообще такое море люблю, но никогда мне у него надо палатку ставить, а полоса прям узкая сильно. Капец. Очуметь. Вот когда такие сильные начинаются, вода доходит чуть ли не до нас. Нашли какое-то вот такое ущелье. Там какие-то допотопные лестницы столетней давности. Наверное, значит, туда люди лазят иногда. Скорее всего, может, там есть площадка. В общем, мы решили без рюкзаков Попробовать. сначала залезть, попробовать, посмотреть. Если там место есть, полезем с рюкзаками. Так высоко мы забрались. А рюкзаки где-то внизу. Сейчас за ними идем. Море разбушевалось не на шутку. Зато красотища-то, ё-моё. Но тут уже совсем уже подходит. А мы сейчас с Анюхой с рюкзаками полезем. Штатив этот в руке тащишь. Вылазишь вот в такие заросли. И тут в этих зарослях есть такая тропиночка небольшая. Мы с Танюхой сначала даже засомневались, когда залезли. Думаю, ну капец, темнеет, а нам негде встать. Но там вот дальше идешь. Фух. И в итоге вот такая совсем небольшая площадка. И мы тут будем вдвоем ютиться.
По крайней мере, здесь, как нам кажется, безопасно будет. В общем, Танюха уже поставить успела, еще и не стемнело практически, а я уже в ночи ставлю. Потому что вообще замучилась со сломанными дугами. Вот. Теперь с двух сторон приходится еще заматывать, потому что ее сильно искривляет. Вот так вот ютимся, прям вот палатка к палатке. На пятачке. Да, прям совсем на пятачке. Вот так вот. Просто вообще места нет больше. И нас будет скатывать. То есть тут наклон туда идет. Ну, по крайней мере, меня будет скатывать. У меня, получается, вот эта ножка, она вообще наверху стоит, а та внизу. Вот так это выглядит со стороны. Две палатки подряд. Это еще тент не накинула. В кустах. Прям на обрыве мы стоим, получается. Прям на самом обрыве. Просто кусты отделяют от резкого падения. Вот это у нас трэш. А я тут со сломанной палаткой фишку одну выловила, так сказать. Сначала в палатку все складываю, расправляю, а потом только тент. Потому что неудобно, особенно в таких условиях, когда мало места вообще нет. А места, правда, очень мало. Да, тут Буквально сейчас пятачок. я еще тент накину. И его станет еще меньше. И все, и тут вообще просто нет. Он же вот так получается. Угу. И тут уже не походишь. Я вообще не знаю, как мы с тобой такое. Как-нибудь. То есть тент вот так сюда ляжет, с той стороны ляжет, и вот здесь вот так вот ляжет. Да. Ну, где-то до половины. Ну как-то будем. И все. А там уже обрыв. Да. Капец. Ну, такие дела. Я вот сегодня реально не думала, что так прям будет. Потому что... А мы каждый день с тобой не думали, и каждый день почему-то это происходит. да, Только ровно один день был без этого. Да, но мы сегодня, главное, находились в поселке, блин. Да. Я не думала, что тут-то такой трэш получится. И в итоге лезем опять в какое-то ущелье, на какой-то верх с этими рюкзаками, блин, все сыпется, все валится. Капец. Чаечек попьем и все. И все, и спать. Хватит на сегодня приключений. Да. Мы пообедали хорошо, в принципе. Это была приятная часть дня. Да. Вот знаешь, самое приятное было, это утро, вот эти качельки. Вот это утро, качельки, вот это купание наше утреннее, вот это было бомба. И потом вот в кафе мы ели вкусно, нам было хорошо, тоже расслаблено, мы еще не знали, что нас ждет. Да. А потом как понеслось. Мы что-то такие наивные, Такие думали, мы думали, сейчас чуть-чуть воды купим, пройдем, да. а мы купили воды. Мы под воду И все искали. началось, да, вот с воды прям началось, все не так. Вот так вот я замотала. Потому что, ну просто капец. Я возле палатки прям, я об них стукаюсь, они такие острые. Кто-то их тут топором срубил. И пришлось вещами замотать. Но на ночь придется убрать, вдруг дождь пойдет. Что там так штормит. До тучки все Кстати, да. Кстати, тут вообще не видно, что обрыв. Темно так стало, что вообще ничего не видно. Просто кусты. И просто мы тут в этих кустах ютимся. Просто кусты, просто Да. мы. Места очень мало. Я бой слышу. Шакалы воют. Блин, прям где-то рядом. Там. Нет, Я там, да, слышу, да. там. Да, шакалы, еноты, фингалы под глазом. Все, что хочешь в этом походе. Лазания всякие, трэши. Непонятные Как ночевки. первый день у нас начался, так оно и все. Да. Я еще так думаю, вот первый такой день трешовый, ну, наверное, дальше будет нудно. Нифига. Ну, ты еще сказала, это первый день, когда мы от пьяных мужиков убежали. И мы так с Танюхой все равно про себя подумали, ну вряд ли уж такой трэш-то дальше. Ну будет. да, да. А у нас вот реально каждый вечер, кроме одного единственного вечера, который мы решили на одном же месте второй раз остаться. Когда Танюха за арбузом ходила. Да, каждый день, каждый вечер, каждую ночь происходит что-то. Все время мы куда-то лезем, мы куда-то бежим, мы по ночи палатки ставим, вечно какой-то реально трэш происходит.
Даже если мы по свету поставили палатки, Все равно приходится их переставлять. мы их собираем и ночью куда-то лезем. Вообще, не, ну это реально, это... Я думала, это только со мной Это бывает. реально нереально. Я думала, это только со мной Не, у бывает. меня такое часто тоже бывает. Так у меня Ну. постоянно, я же все время говорю, это же Алина, я же Мгм. без этого не могу. Оказывается, ну вот, это же Алина, это же Танюха. Да, вот сошлось. Собрались. И мы просто добавили, мы усилили все это. Да. Так, я не могу понять, с чего мне начать. Я и сушку, я и шоколад. На шоколадку тут надо слизывать с этого. А еще поглядываю на Казинаку. Я тебе поближе подвину, чтобы ты не только поглядывала. Как енотик. Лапкой. Море бушует прям так сильно-сильно. А я так рада, что мы наверху. В кустах в каких-то. Фингал цветет. Все нормально. Так и должно быть в этом походе. По-другому никак. Я еще что поражаюсь. У нас-то в Сибири вообще дубак сейчас. Все там в шапках, куртках ходят. А я просто в майке сижу, чай пью, зубы чищу там в майке в обычной. И мне не холодно. Время 10 вечера. И сильный-сильный ветер поднялся. Прям очень сильный. Витрина вообще, я думаю, слышно. Какой сильный ветер. И море просто вообще бушует. Просто бушует. Ну, у нас, кстати, вообще реально классное место. У нас со всех сторон кусты. Да, кусты, деревья. Нам не так уж и сильно дует. Все, всем спокойной ночи, до утра. Еще время 11 часов. Поднялся сильнейший просто ветер. Я даже окошечко одно прикрыла, второе не стала закрывать. И дождик уже начался. Капает мелкий дождик. Просто его из-за ветра не слышно. Доброе утро, земля. Я все красивее и красивее становлюсь. У нас с Танюхой тут есть умывальник теперь. Вода набралась. Вот такое, кстати, море. Мутное-мутное, грязное-грязное. Уже нет той красоты, которая была. Короче, на все дни везло. Очень везло. Было красиво, море чистое, прозрачное было. А сейчас вот такое вот грязное. Вот и пресная водичка. Естественный набор воды с неба. Можно умыться. Повела Танюху показывать еще одну тут стоянку. Я что с утра уже побегала, пробежалась, мне же все любопытно. И нашла еще одну стоянку. Вчера-то нам некогда было там искать. Тут вот такие вот невинные кустики, вроде как мягенькие. Они прям мега колючие. И вот эти листы, они твердые-твердые. И вот эти вот концы у них прям как игла, даже тоньше. И идешь, когда по таким кустам, ноги можно ой-ой-ой как обцарапать. Тут прям аж стол, лавки. Да, ящики. А зачем Да. им столько ящиков? Я не знаю, такое ощущение, что тут как будто кто-то выживает. Так что бушкрафтеров тут полно, Танюха. Это вот именно бушкрафтеры. Да. Это ловец снов, скорее всего, своеобразный. Кстати, на нем даже улиточка есть. О, тут Прикольно. паутинка красивая. Интересно, эта улитка намеренно или живая? Она живая, по-моему. Просто заползла, представляешь? Тут Украшение. паутинка, естественно, не ловец снов, а реальный ловец снов, природный.
Ну-ка, И да. стенку, кстати, они сплели какую-то. О, да. защитную. Красивая паутинка. Природный ловец снов. Дельфины! Круто! Шли стоянку снимать, сняли И смотри, как далеко грязная вода. А они вот по чистой воде. Не хочу лезть. Ой, вон ближе. Один почему-то. Не, один дальше, один ближе. Нет, там не один, а тут один. Ё-моё, их там... Они с одной стороны, с другой стороны дельфины. Круто. Ой, да. Их там, наверное, больше. Класс, вообще прикольно. Сверху реально классно так снимать. Вау. Да. Хочется прям приблизить, но непонятно, где они вынырнут в следующий раз. Так, на дельфинов отвлеклась. Вот такая тут стоянка. Лежанка, вернее. Тут даже лежат, одеяло. конечно, но сейчас бы после дождя не рискнула бы на него Ну лезть. да, тут походу вот так вот лежат. Мгм. И на море любую. И отсюда вот такой вид. Прям сразу на море. Не знаю, зачем, кстати, вот эта штука. Но вид шикарный. Еще все равно. Ой, еще дельфины. Столько дельфинов, капец. Но их плохо очень видно. Они почти не выныривают чуть-чуть. А вон и дальше там есть. Ну, видать, стая большая. Да. Что получилось снять? Да, так, чуть-чуть. и всё. Они уже совсем вдали ушли. Буквально там 2 кадра. Шикарно сидим. С видами. Да. Кипит, всегда. выпрыгивает, а у меня еще пока нет. В общем-то, у нас сегодня такой день будет. Очень Перебирательно. перебирательный. С одного места на другое, с одного места на другое. То есть просто очень много будет локаций, мы будем менять, Переездов. менять. Да. В один населенный пункт, потом в другой, и там идти. То есть сейчас идти, потом ехать, снова идти. В общем, Это будет место последней нашей ночевки. да. Заключительной. Если все как вот было 25 лет назад, будет очень классно. А если изменилось, в общем, мы не знаем, что нас ждет. Потому что теоретически место там есть шикарное, а практически мы не знаем. Потому что я это место посещала последний раз, наверное, лет 25 назад. Поэтому Очуметь-то. очевидно, да. Там явно все Да, изменилось за явно это все время. изменилось. Ну вот, идем буквально в неизведанное, в неизвестное. Горячий, да. Все, мы с Танюхой собрались и пошли на выход преодолевать тот спуск, который мы вчера поднимались. Честно говоря, с рюкзаками там подниматься было очень сложно. А спускаться вообще не весело. мы, наверное, вообще будем капец. Самое ненадежное это вот эта лестница. Да, там Ну очень, и вторая тоже. да, там очень стрёмная Страшно, лесенка. что она может не выдержать. А у нас рюкзаки-то тяжелые. Я выдержала. Там еще одна ступень. Ну какое шикарное же. Какое же красивое. Как я люблю море вот такое бушующее. Волны. Просто красота.
общем, мы накупались вдоволь, наплюхались, навизжались. Я аж чуть голос не сорвала от удовольствия. Я вообще такое люблю. Волны обожаю. И все, сейчас мы в населенный пункт. Потом Автобусы. да, потом на автобусах переезды. Это мы не будем, наверное, снимать уже. Ну, может, кратко так. Ну да. Один кадр. Иду по городу, вот тот песик прям подходит и прям обниматься. Он прям вот так вот прижался, вот так, и стоит. Я не знаю, почему. Что это было? Да, что это было? Он прям вот так вот подбежал. Да, и прижался такой. Я не знаю, почему. Он прям бежит и виляет хвостом, как будто не знаю. Как будто ты хозяйка. Вообще, он прям прижимается с тыками. Ты маленький. Пёсель. Ой, мне так их жалко всегда, я не могу. Да нет, тут им хорошо, они, смотри, толстенькие, ухоженные их тут. Блин, ну видишь, он почему-то так ко мне. А ласка нужна Ты маленький, ты всем живым существам. Вот скалы какие интересные. Прям слоями. Слоеный, да, пирог. Тортик. Очень интересный. Короче, купили по 5 литров воды. Сейчас опять нагрузимся конкретно. Танюха в бутылке наливает, а я уже в бурдюк налила, упаковала. Ну и покушать. Это Танюха набрала. Да, поесть так поесть. Зашли тут в местную пятерочку, а я забыла, что у меня фингал. Хожу, всех шокирую. Обычно... А ты не поймешь, чего, Да, все думают, что все на меня смотрят. А я очки не снимаю, тут сняла и забыла, что у меня фингал под глазом. Такие дела. Мы уже почти на месте. И вот такие тут скалы плитами просто, плитами. И к морю вообще там по берегу не пройдешь нигде. Просто мы сейчас вот на обрыве стоим. И здесь вот так. Танюха не была тут 25 лет. Такая узкая тропа среди деревьев. Ой. Кое-как тропу нашли. За 25 лет все тропы заросли. По-моему, только одна вот эта и осталась. Все-таки люди, значит, ходят еще тут. О, тут и типа пресная вода вот бежит. Речушка небольшая. Вот там ванночка, он там внизу. Я ж тебе, помнишь, говорила? Мы Ага. купались в ванночке после моря. Она внизу. А, тут грязно, осторожно. Там реально ванна. Обалдеть. Да, да, Мы не вижу. обмывались. Можно обмыться в пресной воде после соленой. А он на ту скалу я залезала, вот там, на этом стояла, на пунктике. А то мы, знаете, столько в походе и все в соленой воде моемся. Да, можно Потому что негде искупаться мыться. прям в пресной. А тут можно в пресной. Но сегодня уже вряд ли. Танюха говорит, тут не было так круто. А сейчас и костровище, и столик, правда, бутылки пивные. И места. Травка зеленая. Короче, прикольно. Вот при свете дня в кое веки поставили палатки. Мне только тент еще накинуть. Я сейчас раскладываюсь. Танюха пораньше меня поставила. Вот такие, в таком месте. Друг за другом. Она за мной спряталась. У меня такая большая палатка, у нее маленькая. И солнышко уже скоро сядет. Надо дрова поискать на костерчик. Я еще в палатку не все разложила, побросала, потому что солнце вот-вот сядет. А хочется на закат красивый посмотреть. Тут прям корабли везде. Ой, сколько кораблей. Такая красотища. Солнце садится. И вот где-то там в дебрях наши палатки. А наверху трасса проходит. О, мы с Танюхой тут на скалу на такую залезли. Тут так классно. Место очень классно.
Кстати, заползали вот это в эту баночку, там плавали. Высоко. Да, кстати, вот здесь купаться можно. Да, можно. Ну так походили, плавали. Скалы, конечно, стены. Просто плиты, как будто специально выложенные. Да, тут, конечно, прибьет к берегу только так, такой волной. Бум. Красота какая. Классное местечко. Прикольно. Все, такие обрывы всякие видны, так вообще. А тут еще и над морем. Еще и закат. Волны, море, скалы. закат. Красота. Романтика. Чайки летают. Небо розовое. Вообще красота. А тут, кстати, тучи доходят знатные. Да. Ходим с Санюхой, дрова собираем. Сегодня-то уж надо умудриться костерчик-то пожарить. Короче, когда собирались в этот поход, к Танюхе говорю, пилу брать. Она говорит, да не надо, зачем? А в итоге она вот сейчас пригодилась. А так ходим, ветки собираем, да, отламываем все, что возможно. Тут с дровами-то так себе, с большими. Ну так ветки только поломать. Дровишки собираем. Сейчас там местечко хорошее с дровами. Ну там вдали? Ну так вот это можно просто здесь покидать. По крайней мере, это не надо не рубить, не пилить. Просто мы собираем. Белый листочек. Ну, по крайней мере, это что-то. Все. Я на цену не сняла. За все цепляется, ё-моё. А на море вот такая красота ночная. Все светится с двух сторон. И корабли, и месяц, видать. Там после закати. И с той стороны город. Супер. Я вообще не люблю вот смотреть, честно говоря, на города. Ну, виды такие. Но когда ночное море, закат, после заката, и фонари, всякие огоньки, это, конечно, красиво выглядит. Да, красиво. Мы с Танюхой сидим, обсуждаем, что хотелось бы на каждом месте, ну почти на каждом, по 2 ночи стоять, что времени у нас не хватает. Вроде поход получается 8-дневный, у нас сегодня 7-й день, да? Да, да. И времени не хватает. Мы все время куда-то что-то бежим, куда-то несемся, по ночи палатки ставим. В итоге даже нету времени просто позалипать, вот посидеть, позалипать, отдохнуть. Один день у нас только был, когда мы вот остались И там. все. Ну там не самое хиповое Да, место. не самое, но мы отдохнули Мы за... отдохнули, да. И все. А вот тут тоже хочется просто тупо сидеть, смотреть на море. А по идее надо идти костром заниматься. Потому что потом совсем уже поздно будет, да и холодать уже начинает. А
И сегодня мы поднимались, уже было закатное такое солнце. Я думаю, вот сейчас надо фотографии красивые делать. А нам некогда, надо палатки ставить, пока не потемнело. Мы там урывками что-то снимали, буквально урывочками. Да, буквально. да. Ну, сегодня я Танюху угощу зефиркой. Я об этом мечтала. Да, таскала я их все походы. Было 6, специально 2 оставила, чтобы Танюху угостить. Это важно. Так, сделать. Будут держать весь костюм. Очень важно. А теперь можно накрыть. Ура! Только смотри, сильно не заваливай. Так, классно. Можжевеловый костюм. Вещи как не делать. Сейчас вот прогорит, и будут у нас зефирки. Надеюсь, они там совсем не расплавились. Да, уже. да, я тоже надеюсь, что они все А выдержали. то, может, мы на них надеемся, а они там совсем расплавились. Они же, эти зефирки, исторические, буквально легендарные. Они Да. прошли Большой ткач, 30-й. 30-й, и тут еще сколько прошли. И в И итоге... весь этот поход прошли, и только уже вот в да. заключении. И тут уже какой? Сегодня 7-й день. Вот. Ой, с котиком. Я бы... Мы с котиком. Вот реально мы сейчас как вот так сидим еще так прикольно. Угли подождем. Да. Мы с Таней поели соленые огурцы. И Танюха еще кусок А я мяса. еще кусок мяса ем. Да. В столовой купили сегодня. До автобуса Мы там не успевали Да. просто поесть нормально. Просто закидали с собой все. Сейчас съела я соленый огурец с батоном. Кстати, огурец такой вкусный. Я что-то так с таким удовольствием прям захотелось еще реально огурца. Сейчас мы чаек согреем. Потом У зефирки. меня еще кексик остался с этой столовой и зефирки пожарим. Попьем чай. Кайфово Вкусняшкой. будет. Да. Буду Танюхе зефирку жарить. Итак, начинается мастер-класс от Алины, Белой Вороны, по приготовлению зефирок в темноте, в ночи. Да, я все это зафиксирую, чтобы запомнить каждое мгновение. И мне нравится, действительно, по классике жанра. Последняя ночь, мы уж хотели в предыдущей, но у нас что-то мешало, что-то нам не давало костер разжечь. И вот в этом месте мы наконец-то пришли рано, нашли дрова, все срослось. А ты с той стороны поджарила тебе ее, посмотри. А, вот она какая! Я не с той стороны смотрю. Не, она с той тоже красивая. Вообще класс, такая. Я зефирка. хотела с этой тоже чуть-чуть поджарить, но я боялась, что она уже сейчас течет. Ты ее долго не... Зефирка удалась, прям вообще кайф. Скажи одной мало. Угу. Хочется их штуки 3. 3 минимум. Готовлю себе теперь. Все, уже стекает, я уже прям боюсь. Такая зефирочка. Ух ты. Ух ты. Я уже насладилась своей. Да. Теперь я. Перолина. Обожаю. Это самая прикольная вкусняшка в походе. Угу. Это вкусняшка, как это, создает настроение праздника. Сразу поход таким становится праздничным. Не зря, да, Танюха, я несла через все горы. Да, да, да. Ты столько пронесла эти 2 зефирки. И они таки дождались. Ведь мы несколько раз порывались. Мгм. Но было не время. Было не время. Вот время пришло все-таки. Хорошо, что они на солнце сильно не Мгм. растаяли. Нормально. Кайф.
Короче, пособирали тут мусор вокруг стоянки. Бутылки, пластик, В основном пенопласт. Алина носилась, я так немножечко пособирала. Алина тут вообще серьезно занялась. Да, но я не люблю, вот мне надо почистить. Ну, по возможности, конечно, все не сожжешь. Ну, какую-то часть вот пособирали, вот сейчас постепенно сжигаю. Подкидываю то дрова, то мусор, то дрова, то мусор, чтобы сжечь. Кстати, сегодня первый вечер, когда мы долго не залезаем в палатку. Обычно в 8 вечера мы уже оп, в палаточку. Ну, потому сегодня- что костер это магия. Да, костер, зефирки, беседы, мусор. Да, да. И мы уже долго сидим здесь. Я тут решила вот эту вот фигню разобрать. Конечно, тут очень много вот этого пакета, я не знаю. Встреч, пленка. Но все деревья стоят, они вон плакать уже начали. И оно ни к чему, оно уже и не использовать, и ни для чего. Это так. Да, оно уже между слоев там вода уже. Что за манера построить, если с собой не убрать? Угу. Сидеть. Я решила ее убрать и сжечь по возможности. Она уже в деревья начала врастать. Давненько сделали. И вид весь портит, да? Угу. Вообще прям. Вот сейчас ее уберем. Шла Алина, навела порядок. Всегда. Просто нож, он везде справляется со всем. Он меня, кстати, уже сколько выручает. Я уже давно пользуюсь. Угу. Придется сейчас мне тут стараться ее долго сжигать по частям. Такая маленькая Алина и следом такой большой кусок пленки. Да, это все кусками надо теперь сжигать. Такая красотища. В палатке свет светит, костерок. Прям по-домашнему как-то. Вообще сегодня очень классный вечер. Как же шикарно. Ночью вот так к морю подойти. А там вдали город с огнями. Там корабли. Здесь волны шикарные, ночные. А там другой город с огнями. И просто обалденные красивые скалы. Посмотрите, какой вид с этими скалами, с этим небом. Облака такие прям белые, небо темное. Вообще шикарно. Все, костерчик практически догорел. Там уже последняя одна дровишка догорает, маленькая. Палаточка меня ждет. Светится в темноте, манит. Танюха уже спать пошла. У нее уже даже фонарик не светит в палатке. Вот она там за мной спряталась. Вон она, ее палаточка. Вот. Прибрались в лагере, все, сожгли весь мусор. Теперь можно со спокойной совестью спать идти. Классный у нас такой вечер сегодня. Мы так долго у костра сидели вообще. Болтали, как всегда, обо всем. При этом убирались, там мусор сжигали. Ой, я вообще набегалась что-то с этим мусором. Даже устала. Спатеньки уже охота.
У нас, знаете, как прощальный костер в пионерском лагере сегодня произошел. Вот, и зефирками наконец Танюху накормила в заключительный вечер нашего похода. Завтра уже все, выход будет из похода. Нам еще завтра целый день идти через перевал, в горы подниматься. Такие дела. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Время 7 утра. Танюха спать мне не дала, сказала: все, Лена, вставай, надо идти. Хочешь, не хочешь. Такие дела. Сегодня идти долго и в гору долго там идти, она говорит. Так что надо пораньше встать и делать дела. Все. Сегодня снимать будем мало, будем много идти. И, скорее всего, переход не будет таким уж интересным. Утро следующего дня. Вот такой вид из палатки. Ну, как будет, да, море видно, но из этой вот бобины такой себе вид. У меня как раз закипело. Собираемся с Танюхой в темпе вальса, почти не снимаем. Некогда. Понятно. Ну, тоже на подходе. О, закипает. Так, у меня будет кашка, цикорий. Орешки закончились, цикорий без орешков. Демсики, у нас тут печеньки. Что-нибудь да будет. Так, еще дают. И сейчас еще поставлю воду, в термос нальем, чтобы с собой взять. На перевале там горяченького попить. Очень много пригодится. Сегодня, кстати, довольно прохладное утро, а не так, как обычно, жара с утра. А мы еще искупаться хотим. Обязательно. Мы такие. Нам же надо. Сидит красавчик. Сейчас улетит. Ой. Какая красота. Не улетает, главное. Опа, все, Я полетел. думаю, сейчас я камеру возьму, и она сразу полетела. То не беру, думаю, сейчас улетит. Классно вот так утром искупаться. Море теплое-теплое, хоть и на улице с утра сегодня прохладно, не так жарко, как обычно. Но купаться вообще шикарно просто. Единственное, я нырять боюсь, потому что я уже пингал посадила. Больше не хочу, а тут
чувствуется, но мелко очень, короче говоря. Здесь водичка гораздо холоднее, гораздо, чем в море. Море теплое, тут прям ледяная вода. На самом деле так неохота уходить. Сегодня такое море красивое, волны красивые. Я ж теперь неизвестно, когда море увижу, кто его знает. Реальность превзошла все мои ожидания. Такого жаркого и морского похода у меня не было никогда. Уходить не хотелось. Море манило своими волнами и бархатной водой. Где-то в горле что-то застряло и упрямо не хотело проходить. Вернусь ли я когда-нибудь сюда, я не знаю. Время покажет. Я не прощаюсь с тобой, море. Такую стоянку мы оставляем чистенькой после себя. Ну там в кустах где-то все равно грязь, все не соберешь и не сожжешь. Там прям люди, конечно, мусорят сильно. Мусора хватает. Это так вот она на первый взгляд чистая, а по кустам там достаточно грязи. Но мы прибрались как смогли, в общем. Все, собрались, надо быстрее идти. Погода что-то сегодня портится, может даже дождь пойдет. Не хотелось бы подниматься на перевалы, чтобы дождем полило. Поэтому надо быстрее чапать. Да и успеть сегодня надо, идти очень много. Пока, морюшко. Не знаю, когда я с тобой еще увижусь. Пока, морюшка. Может, когда-нибудь еще вернусь. Вообще, я-то море редко вижу, редко. Короче, идем с Таней по такой дороге. Она говорит, что тут джипинг раньше был. Но походу джипингу конец. Вот такую траншею тут вырыли огромную просто. А нам надо туда. Да, на ту сторону, на ту дорожку. И мы теперь не знаем, что делать, как это перейти. На карте этого нет. На карте ровно дорога туда идет. Нам туда надо. И это единственная дорога, чтобы подняться перевал. Больше нет. Мы не знаем, что теперь делать. Либо нам совсем-совсем обходить, вниз спускаться, потом как-то там перелазить. Ну, короче, сейчас будем думать, что делать. Пришлось спуститься вниз. Вот, кстати, отсюда видно, какая траншея широкая и глубокая. И там отвесные скалы, не перелезешь ее просто. Мы смотрели, вот пока шли, чтобы перелезть, нигде не перелезешь. И вот внизу, здесь вот так вот, слава тебе, Господи, можно перейти вот так. А сейчас нам придется из-за этого лишние эти подниматься снова. Нам же мало подъема сегодня будет. Лишь бы дальше не было таких же сюрпризов, потому что, а мало ли, мы же не знаем, вот это вот полная неожиданность для нас, а вдруг там тоже какие-нибудь копают что-нибудь, мы ж не знаем. Пришлось вот такой дополнительно крутой подъем подниматься. Вон Танюха идет, видно, прям снизу. Фух. И вон она дорога. И морюшко, кораблики, красота. И представляете, дорога и такой обрыв. Хоп. И все, и мы на этой стороне. Можно дальше идти. Вообще дорога в ту сторону очень красивая. Морюшко. Наверное, тут спускаться классно, глядя на море. А так оно за нашей спиной. А впереди дорога довольно уныло выглядит. Остановились попить. О, Танюха уже глотает. Дразнит меня. Сразу почти пол-литра, да? Одним махом. А нам вон туда, в те горы подниматься. Тут такая нормальная высота.
Высота, вернее, там что-то 500 метров над уровнем моря будет наверху. Но подъем-то такой нормальный. Я даже вижу дорогу или тропу. Вот она, короче, куда-то на гору туда идет. Наверное, нам тоже туда. Это и будет перевал на самом верху. Богомол на дороге. Ох, головой вертит, прям сидит. Да, да. О, Кусь? он может... О, он прям смотри. Да, да. Он готовится. Стойку. Опа. Оба. Прям сидит. Сразу. Он может прям броситься. Прыгнуть, да? Легко. Они же охотятся резко причем. Они даже в лицо могут прыгнуть. Поднимаемся все выше и выше, и виды все шикарнее и шикарнее. Море лучше становится видно прям полностью с высоты. Город там вдали. Вообще можно залипнуть тут. Прям смотреть и смотреть. Виды, конечно, шикардос. Кстати, сначала мы начинали, была дорога джипинговая. Походу за столько лет ей не пользуются, и она заросла. В итоге мы идем по тропинке теперь уже. По узенькой тропинке. Дороги уже давно нет. Ура! Мы наконец поднялись перевал. Последний километр был прям очень жестким. Он на палящем солнце, и подъем прям очень крутой, резкий. Прям горы. Да, вот это нюха. Поднялись наконец-то. Ну, теперь нам все время вниз. Сейчас сначала до родника дойдем, попьем, умоемся, там, передохнем. Перекусим даже немножко. Да, чуть-чуть Потом перекусим. Червячка только заморим. Угу. Нормально. Так слегка. Да. Потом где-нибудь посущественнее уже дальше перекусим, да? Ну да. Поедим уже. Ну, как обычно, в 2 часа там дня. Да. поедем. Ой, сколько мы уже прошли. Несколько километров поднимались. Поднялись вон на ту гору. И вот оттуда уже вот так вот прошли сюда. Думали нам опять подниматься, но нет, слава богу, нам кругом идти. Туда теперь уже только вниз. Дошли мы до родника, наконец в лес зашли. И уже остановились, привал у нас, плечи отваливаются, устали. Сейчас будем перекусывать, червячка морить. И такой родничок есть, можно воды набрать. Я уже ботинки обула, потому что сейчас там будет грязная часть вода. пути. По руслу пойдем. Еще часика 2 пройдем, а потом уже поедим прям. Да, буквально по 150 грамм. Чисто По 150 грамм, По ты так 150, да, это... так по 150 грамм. Тут потом еще так по 150 грамм осталось. Да, ну, так, чисто заварить ее. Ну, хоть как-то. Провалилась жопа. Сидеть на жопе ровно, это такое выражение, знаешь? Ну да. А мы не ровно сидим. У нас не получается даже сесть ровно. Ух ты, блин. Какая интересная лягуха. У нее цвет такой интересный. И мордаха вытянутая такая немножко. Ага.
Сухопутная лягушка. Под цвет листьев ее и не видно. Как тут только к ней не подползешь, чтобы снять. Это видеть надо, как я сейчас стою. Давай это я покажу, как это все происходит. Ой, вообще. Не проблема снять, в какой ты позе это делаешь. Такие тут грибочечки вокруг растут. И вот тут спрятался такой красивый. Я вообще люблю такие. Классный гриб. Гриб-мочалка. Вот такой тут гномий домик. Тут вокруг грибочки. Всякие желтенькие такие есть, коричневые. А самый такой гриб спрятался вот туда. Гриб-мочалка. Они на кораллы похожи. Мне нравятся такие грибы. Они очень красивые. И такой вход в царство гномов. Вообще прикольный такой корень. Здоровский. Я вообще люблю такие встречать в лесу локации. Там как будто точно гномы живут и сказки происходят. А с другой-то стороны этого выворотня вон что. Тут вообще целый посев грибов. Ой, как классно-то. Гриб на грибе. Красивенько. Фу, наконец-то мы. Мы, в общем, промчали 12 км, осталось еще 10. Да. И у нас все, обеденный перерыв. Я прям хочу разуться, невыносимо. Ногам нехорошо. У меня что-то уже плечи И плечи, и всё. отстегиваются, потому что я уже все-таки в путешествии больше 1,5 месяца. И я Это все уже время всё. таскаю тяжелый рюкзак. Уже усталость накопилась. Нашли такое местечко, 2 лавочки, столик. Ну, идеально. Стояночка какая-то. Мы сейчас синхронно сработали, ты поняла? Ножка на ножку, а одновременно. Я бы на тоже ножку. сняла бы, но мне Ну, долго. это долго. Давай это чаек разольем, чтобы заваривался. Потом. Да подожди, откроем сначала. Ну, у нас тут У нас килька в томате с овощами. Да, именно с овощами привлекает этот момент. Тут и кукурузка, и фасоль. Тут фасолька. Вот тут стручковая фасоль да, даже да, есть. прикольно. Мне эта килька, в принципе, нравится. Осталось По мало. 150. Наливай второй раз по 150. Да. По 150. Такие порции у нас по 150. Все, бомба. Она, правда, остренькая такая. Да. Я что-то не почувствовала. Да, я прям вкусную. А, да, чуть-чуть остренькая. Наоборот, прикольно. Несемся с Танюхой, поели, такие довольные, насытились, отдохнули. И сил прибавилось. Теперь нам 10 километров надо просто пронестись по лесу, потому что... Пытаемся. Да, потому что темнеет рано. Нам надо засветло выбраться из леса. Вот. Переходим с Танюхой брод. Я-то в своих крутых ботиночках нормально перехожу, а Таня в кроссовочках. Которые я не хочу намочить. Да. А камушки живые. Мы уже несколько бродов прошли. Вот этот самый такой прям Да. широкий. О, сильный. нормально прошла. Привет, коровы! Лес главное. Разбегайся! Алина идет! Не пугай корову. О, не, бык. Бык. Более будет. Вот бык. А ты тут Алина идет. Алина поет. Будем идти. На второй день бардак. Я не ожидала, что они так убегут. 7,5 километров. Я ж уже не первый раз так. Наверное, они моего фингала испугались. О, очередной брод. Ну вот тут оптимально перейти. Да, тут хорошо. А то там-то вообще вон какая лужа. И там вот придется ходить. Опаньки. И там. Вышли на такое красивое место. Ох,
прям покупаться охота, но у нас вообще времени нет. Просто вообще нет времени. Скоро темнеть начнет, а нам еще идти нормально. И такие ванны здесь. Водоспад какой-то там называется. Да, красиво. Нам жарко, мы потные, так хочется. Да. Просто вот плюхнуться здесь. Вот прям вот в эту ванночку Да, хочу. Супер. Вот лапки енота. И, кстати, вот тут это вот шакала может быть рядом с лапками да, енота. лапка побольше. Хоть лапки енотные снять. Мы их слышали. Да, Ну, мы но так я их их так не и не видели. сняла. Вот еще. В общем, они тут ходят Мы... добычу полоскать, наверное. Крепость духа какая. Ага. Люди сами строят. Обалдеть. Там даже зайти можно. Сейчас так и сделаем. Хотя мы спешим, но надо зайти. Как же пройти-то мимо? Прикольно. О. Сейчас отойду, чтоб целиком. О. Ой. Вот. А внутри просто вот пусто и все. Крепость, вот просто стена. Даже окошек нет. О. Это очень есть такие люди, которые вот такие вот вещи всякие строят. Они прям тут заезжают, живут и строят. Это мандала или мандала, я не знаю, как правильно ударение ставится. Вот тут такие круги ходить. И на каждом этом типа огороженные такие камнями лавочки. Походу там можно сидеть, медитировать, наверное. Может что-то загадывать. Короче, такое вот интересное место. Там истукан. Вот к нему можно еще подойти. Посмотреть. Ага. Это же еще из дерева, кстати, вырезать надо было из стукана. Кстати, вот эта мандала вечности 30 лет назад уже здесь была. Ого. То есть она очень древняя. Ну, не древняя, но такая старенькая. О, там прям глубокий прям брод. Если провалиться куда-нибудь. Блин. Чё? И тут прям слишком широко перешагивать, а тут глубоко, блин. Сейчас я попробую в воду маленько встать. Осторожно. Просто вот глубина выше моих ботинок, если я упаду. Угу. И мне зачерпнется. Мне это в последнем броде не надо. Осталось 1,5 километра уже нам до поселка. Уже темнота практически полная. Так мы и думали, что по темноте будем выбираться. На этом наш поход заканчивается. Тани со мной рядом нет, потому что она меня снимает. Тут по-другому никак. В темноте приходится свет, чтобы... Короче, я не буду... Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Татьяны Гордеевой. Все ссылки будут под этим фильмом в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. Балуйте донатиком. До встречи на моих платформах. Всем пока-пока. Добрались мы уже в полной темноте, и нас забрала сестра Таня и ее муж на своей машине. Ну а потом мы отправились в гости к Тане, но это уже совсем другая история. Хорошо пустая. Может, мне вот с этой стороны только снимать? Скажи, теперь у меня рабочая сторона и нерабочая сторона. Да. О,
Я не могу. Надо главное теперь вязанки более аккуратно сложить. Что там в камере жопу встал? Ой, я вообще мне трудно. Не снимайте стороной, не смотри куда-нибудь, только не в камеру, Алина. А вон на солнце смотри. Моя первая зефирка. Островая. Танюха, ну что такое, ты так далеко? Так бы камеру у меня забрала бы. А приходится мне спускаться.